Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стоймин, канал Добрый Гена и проект Сауна для себя. Ну вот и началась моя сборка сауны, а именно возведение каркаса. Это первое, что необходимо сделать. И как я говорил ранее, каркас у меня будет независимый, что, с одной стороны, усложняет немножко задачу, с другой стороны, делает ее более практичной. Вообще, в возведении каркаса я использовал торцовочную пилу, о которой делал обзор, и многие задавали вопрос, насколько она хорошая или плохая. Я лично доволен. Также уголок американский, и очень много использовал приспособления косой шуруп. И всем этим очень доволен, так как это мне очень облегчило мою работу. Но что касается самого каркаса, то использовал бруски 50 на 50 в первую очередь, и также доску 100 на 50. После того, как напилил бруски, мне необходимо было их между собой соединить, и как раз здесь я использовал косой шуруп, так как уголками первоначально я железными их соединить никак не мог. Мне в внутренней стороне уголки никак нельзя было ставить. Также хочу обратить внимание, что одна доска, она прям, один брус, он пересекал проем, но хочу сразу успокоить, этот брус потом по проему выпилился в последнюю очередь, просто это необходимо было для точности. И следовательно, после этого я все эти бруски соединил на косой шуруп, и, реально круто получилось. Далее мне необходимо было сделать 4 теплых угла, и тут я использовал все тот же брус 50 на 50, а также доску 100 на 50. Все это распилил одной длины, а именно 215 сантиметров. Цифра взята не с потолка, и чуть позже вы поймете почему. После того, как все элементы были распилены, мне необходимо было брус соединить с доской. Тут я через каждые 40 сантиметров сделал отметки, после чего с помощью сверла просверлил отверстие на ширину бруса, чтобы проще было и легче вкручивать шурупы. Шурупы я использовал 6 на 70, хорошие, оцинкованные, в общем, классные. Конечно, тут важно хороший пиломатериал, и мне с ним, конечно, повезло, он был ровный, мало сучков. В общем, я очень и очень доволен. В заключение, после того, как все элементы были готовы, с помощью все того же кондуктора для крепления косой шуруп я сделал отверстие, и уже перешел в сауну. Для соединения угла с нижней обвязкой важно было выдержать угол 90 градусов, чтобы не было в дальнейшем проблем. Для этого я использовал уголок 90 градусов, после чего все это соединялось с помощью косого шурупа, и далее уже с помощью металлических уголков все это окончательно скреплял. Естественно, предварительно все это засверливал и скручивал. А после установки 4 углов можно было переходить к верхней обвязке. И в верхней обвязке, хочу сразу сказать, было несколько нюансов, которые необходимо было учесть. Первое, я сразу решил, что мне необходим люк, чтобы подлезть к своим коммуникациям, и также венички какие-то повесить под потолком. Зачем терять зря пространство? Следовательно, доску я использовал 100 на 50. И второй момент, который также необходимо было не просто учесть, но и сделать, это вентиляция. Сделать все эти отдушины, все это закрепить уже крепко намертво. Для этого все это отмерил. Верхняя отдушина, чтобы была прям под потолком. Тут важно учесть, что потолок немножко опустится за счет верхней обрешетки. Обрешетка у меня будет только на потолке, на стенах у меня обрешетки не будет, но я также еще опустится за счет ширины вагонки. Все это обязательно необходимо учитывать. После чего я все это прикрепил, с помощью силикона закрепил все трубы, и, как мне кажется, получилось очень даже здорово. Итак, в целом каркас сделан, с основные жесткие элементы. Теплый угол здесь сделан, здесь также сделан теплый угол за счет доски 150 на 150, и сверху на косой шуруп также прикручены и по бокам. Что еще необходимо? Сделан проем в дверной проем. Еще необходимо везде усилить уголками. Это я пока не делал. Я вначале собирал в общую картину. Теперь еще давайте возьмем
Также сделана полностью вентиляция. И тут как раз вы обратили внимание, вначале я ставил вот эту доску, вот, а потом уже, когда завел вентиляцию, пришил к ней вот эту доску. И уже потом опустил вот эти доски. Как бы. Теперь нам осталось везде сделать горизонтальные линии, горизонтальные бруски. Вот. Они будут на расстоянии 59 сантиметров, 60 у нас утеплитель, каменная вата, мы их, чтобы они плотно вставали. Ну и также зашить весь потолок. Так что поехали дальше. Горизонтальные бруски я крепил по той же технологии, вначале на косой шуруп, ну а после этого уже усиливал металлическими уголками, причем уголки тоже усиленные. На каждый уголок у меня уходило по 6 саморезов, по 3 на каждую сторону. Ну, я считаю, что это более чем достаточно и практично. Да и в целом, в принципе, конструкция получилась очень прочная. При этом ни одна стена не пострадала. И я много раз уже говорил о том, что будь то гипсокартон, либо пеноблоки, я противник того, чтобы вшиваться в стены из такого материала. Стены, на которые планирую прикрепить печь, я усилил доской 50 на 100, плюс на 3 шурупа с каждой стороны, ну и также снизу еще на уголки. Сами понимаете, лучше перестраховаться, потому что печь, она все-таки много ни мало, 20 килограмм вместе с камнями весит. Ну а дальше мне оставалось только сделать потолок, обрешетку потолка. Тут с двух сторон я дополнил брусками 50 на 50, сделал такой козырек по кругу получается, после чего уже прикрутил со всех сторон поперечины, ну и также все абсолютно со всех углов усилил все это уголками, после чего с верхней стороны на саморезы стал прикручивать доску 20 на 95 с промежутком 5 сантиметров. Ну и, как мне кажется, получилось очень здорово. Друзья, ну каркас готов. Я постарался показать все узлы, все механизмы крепления, то, как делал данный независимый каркас я. У меня сверху, как видите, есть решеточка, чтобы прижать уплотнитель, но и так далее. В следующем видео я уже более подробно покажу все узлы, покажу все углы и расскажу уже по стоимости вот данного именно каркаса. Так что не переключайтесь с канала, наоборот подписывайтесь и смотрите до конца все видео, как я уже буду даже в ней париться. Все, пока.